Всем привет, драконеты, вы на канале EnderLalaCraft, и в сегодняшнем видео мы поднимем вопрос, что ты успеешь на англоязычном сервере за 2 месяца. На этот вопрос я отвечу со своей стороны, потому что последние 2 месяца, и в целом последнее время не выходило так много роликов по Майнкрафту, но последние 2 месяца я играла в основном на CMP сервере англоязычном, и поэтому мы кое-что успели сделать с Артемом за это время, кое-чем позанимались, достаточно неплохо развились. Сегодня я хочу показать вам, как это происходило, и, в общем-то, в целом объяснить ситуацию. В дальнейшем планируются другие ролики по тому, как мы пошли в ад, как мы пошли в Энд. Достаточно интересные истории, но о них чуть попозже. Первый проект, собственно, пока что, который еще дорабатывается в деталях, но в целом уже более-менее законченный, плюс-минус, это проект нашей башни обсерватории, собственно, нашей базы, которая пришла ко мне спонтанно, но мы ее осуществляем, и осуществили практически. Началось все с того, что мы начали выкапывать гигантскую дыру в горе. Я могла, конечно, построить ее прямо с горы начать и так выше, но мне показалось, во-первых, что мы сможем сэкономить гораздо больше высоты, учитывая, что Майнкрафт все-таки не бесконечный по высоте, если мы вкопаемся в гору. Плюс мне показалось, что это будет смотреться интересно, потому что это будет необычно, что вход, потому что мы сделали вход, в него можно найти снизу, то есть в башню можно найти с подножья горы. На то, чтобы выкопать эту гигантскую яму и дойти до этого тоннеля, который мы построили из подножья горы, потребовалось немало времени и уйму железных и алмазных кирок. Ну, хотя алмазные под конец я начала использовать, потому что было нереально уже скучно выкапывать всю эту огромную серую массу камня, после чего, кстати, мы этот камень потом использовали, достаточно интересно, во-первых, для построек, а во-вторых, мы хотим вскоре открыть магазин, так что этот камень нам в любом случае пригодится. Как говорится, что не делается, то к лучшему. Первый этаж мы придумали сделать достаточно интересным, миленьким, в темном стиле, в темной атмосфере такая, ну чтобы было там приятно сидеть. Знаете, вот эти вот такие комнаты, которые вокруг вроде как темные, но посередине есть такой камин, возле которого ты захочешь посидеть, погреться после тяжелого рабочего дня с киркой в руке, после ада, например. Вот, и поэтому мы решили так и сделать. Докопали пол, добыли нужное количество дуба и, собственно, приступили к работе. Вскоре у нас появился сосед, да, самый ближайший к нам сосед, это Бибив, у него ник. Он начал строить планету, ну, как вы видели, это кадр еще, когда она только начинала строиться, но, в общем-то, прикольно просто, что он тоже русский, так что, да, интересное такое совпадение, что мы стали жить по соседству. Здесь мы строим, получается, нашу ягодную ферму. Ну, как сказать, ферму. Это скорее ягодная гора, да, на которой растут ягоды. Мы решили второй этаж сделать именно под нее, потому что первая еда, которая спасла нас от голода в самом начале нашего выживания, это были именно ягоды. Потому что с мясом были небольшие проблемы, а как таковые фермы строить в то время было не очень удобно. Так что второй этаж мы посвятили именно ягодам и природе, траве, всяким бамбук потом посадили даже. И потом в дальнейшем на этом этаже мы уже сделали ферму. Нашу первую, пускай небольшую, но все-таки ферму, которая даже приносила некоторую еду. Так что вскоре с появлением этого этажа и в принципе проблема с едой была более или менее решена. Так что да. Дальше я начала постройкой лифтов. Собственно, вы можете сейчас это видеть, как я выкапывала эти тоннели и закладывала их полублоком стекла. Я решила не заморачиваться с какими-то сложными постройками лифтов, потому что я в этом не эксперт, не хотела тратить на тот момент и так ограниченные ресурсы, так что сделала простой лифт, основанный на воде, но при этом с небольшим дизайном, чтобы выглядело нормально и не выбивалось из общего фона всего здания. Так что в целом получилось неплохо, мы до сих пор пользуемся, даже учитывая, что у нас теперь далеко не 2 этажа, а, наверное, я не знаю, сколько, мы не считали на самом деле, но штук 7, наверное, точно, учитывая ферму, которую мы дальше стали делать, которые пока что не закончены, но вскоре будут закончены. Вот. Кварц, конечно, было сложно с кварцем, потому что это дорогой ресурс, но на самом деле, когда мы начинали эту постройку, я изначально представила эту башню из кварца, и я даже не задумывалась о том, что на самом деле кварц это достаточно дорогой ресурс, он добывается в аду, и как мы собираемся его добывать, я не очень представляла. Хорошо, что админ данного сервера, когда увидел, что я копаю гигантскую яму в скале, это явно большая постройка, дал мне целый сундук кварца, что было очень приятно, и я им пользовалась до последнего. Он помог мне невероятно.
И, собственно, да. Сейчас вы можете видеть кадры, как мы бегали по магазину, это по спавну. Наш магазин выглядит как бутылочка из-под зелья. Мы бегали искать кроликов, но, в общем, все кончилось не очень хорошо. Оба кролика умерли по дороге. Один разбился, другой... Что с другим стало? Слушайте, я не помню. Подождите. Один точно разбился, другой об куст умер. Другой умер об куст. Интересная история, как кролик у меня умер об куст. Да, мы хотели сделать ферму кроликов, но, видно, не судьба была. Ну ладно. Вы просто не представляете, первого мы нашли прямо у выхода из спавна. То есть прямо на пороге, в пустыне. Все было очень легко, и мы думали, что мы найдем второго так же легко, но нетушки. Нет, кролики решили на поиздеваться. Мы нашли второго кролика, еле-еле. Ведем их домой, и тут один умирает на спавне в куст. Да, вы не представляете, как у меня слегка как бомбило от этого всего. Ну да ладно, зато у нас получилось веселое приключение, правильно? Обследовали ближайшие территории, и плюс мы все-таки добыли свинок, так что у нас хотя бы есть свинки теперь дома. Хоть какие-то плюсы, как говорится, да? Вот, собственно, в этой бутылочке, она еще не открыта, магазин еще не открыт, но мы собираемся открыть его в ближайшее время, потому что там уже сложны некоторые ресурсы, даже некоторые листочки с ценами открыты, но официального открытия я еще не делала. Поэтому этим мы еще займемся. Помню, когда я бежала с этим кроликом по аду, получается, один парень меня увидел и такой, типа, что здесь происходит? Ну, это странно видеть кого-то с кроликом на поводке, который идет через весь туннель в ад, знаете, интересное зрелище такое. Да, мне тоже стало интересно, что человек делает, таща кролика за собой через весь ад. Ну, а дальше продолжалась работа из стекла, собственно, вверх и вверх, как говорится, пока башня не была, наконец, готова. И дальше мы уже работали над аквариумом, над его обитателями и всем прочим. Но это, собственно говоря, вы еще видите в следующих роликах. Пока что здание получилось вот такое, каким вы его видите. Можете видеть меня тут плавающего в аквариуме. И да, со стороны оно смотрится очень неплохо, особенно ночью, потому что оно светится, и, в общем-то, оба лифта выполнены в одном и том же дизайне, есть как справа, так и слева, так что его видно с обоих сторон. Там сверху есть маяк, я не уверена, что конкретно на этой записи его видно, но мы его сделали, он красно-фиолетовый, получается один маяк красный, другой фиолетовый. Тут видно четко переход между эндерником и стеклом, который получился, на мой взгляд, неплохим, он даже чем-то напоминает пчелиные соты, но это такое относительно. Потом вокруг также я сделала стену из бамбука. В этом нет никакой особой причины, просто вот так сделала. Внутри мы можем видеть еще недостроенные фермы, этажи, которые еще будут доделываться. Тут мы можем видеть и третий этаж с бочками. Но тут была дыра от крипера, ее тоже будем заделывать потом, как говорится, дорабатывать, детализировать. И последний этаж, тут у нас котики, сундучки, камин, которого конкретно на данной записи не видно, но вы его еще увидите в следующих сериях. И, собственно, туннельчик, в котором у нас не то чтобы хранятся, живут жители, которых мы собрали до этого. И да, это тот самый туннель, который является входом в наш дом, хотя мы в него еще входим часто сверху, смотря откуда мы приходим и откуда нам удобнее. Мы посадили, у нас в саду мало того, что разные деревья различных видов, так еще и плоды хоруса, принесенные из края, про которые тоже будет отдельная серия. Ну а на этом я пока что заканчиваю, поэтому всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, вам понравилось, но потому что будут выходить также и новые серии по уже более конкретной теме, это был более вступительный ролик. Ну а с вами была Эндерлала, всем удачи и всем пока.